Мангал своими руками. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Что нужно знать, прежде чем сделать мангал своими руками? Огонь опасен, поэтому правила разведения костров в России достаточно суровы. Например, если объявлен особый противопожарный режим, то это запрещается делать в принципе. И даже во дворе частного дома как попало жарить шашлык нельзя. Необходимо, чтобы мангал находился не менее чем в 5 метрах от ближайшего строения, а в радиусе 2 метров рядом не было ничего горючего. Часто бывает, что при использовании мангала требования к обустройству площадки под ним более лояльные. Например, готовить мясо на природе можно не в 100 метрах от хвойного леса, а в 50. При этом важно понимать, что под мангалом в этом случае понимается полностью герметичная емкость, из которой ни один уголек не сбежит. Самодельный мангал обычно таким похвастаться не может. Так что если собираетесь использовать его для жарки шашлыка, руководствуйтесь общими правилами разведения костров. Для начала расскажу о различных приспособлениях для жарки мяса на углях. Как сделать мангал из шампуров? Для изготовления такого мангала понадобится много шампуров, потому что они, помимо прямого предназначения, будут использоваться и в качестве опоры. Разведите небольшой костер. Когда дрова прогорят, воткните с 2 противоположных сторон по 3 шампура так, чтобы над землей оставалось около 15-20 см. В кольца проденьте 2 шампура или 2 тонкие ветки. На такую конструкцию можно смело выкладывать насаженное на шампуры мясо. Как сделать мангал в яме? Выройте небольшую яму глубиной 15-20 см и длиной 50-60 см. По ширине она должна быть меньше длины шампуров, поскольку мясо будет располагаться над углублением, а концы шампуров будут лежать на земле. Разведите в яме огонь, дождитесь, пока угли начнут тлеть, и начинайте жарить шашлык. Если шампуры устанавливаются непрочно, то по краям ямы можно положить что-то твердое, например, ветки. Так шпажки не будут съезжать. Стенки такого мангала хорошо удерживают жар. Однако этот вариант подойдет только тем, у кого есть лопата. Как сделать мангал из дерева? Разведите костер. Когда угли будут готовы, положите по краям 2 бревна параллельно друг другу. Расстояние между ними должно быть не очень большим. Затем поместите на дерево шампуры с мясом. Не обязательно использовать большие бревна. А если одно из них совсем маленькое, то можно доложить эту сторону мангала крупными камнями. Еще можно смастерить конструкцию из веток. Сделайте 4 рогатки, воткните их в землю и установите на них 2 толстые ветки. Жители мегаполисов очень часто забывают теперь нормальные природные способы приготовления мяса на природе. Как сделать мангал из камней или кирпичей? Эта конструкция похожа на предыдущую. Крупные камни или кирпичи тоже укладывают параллельно друг другу, ориентируясь на длину шампуров или решетки для мяса. Если выложить кирпичи со всех 4 сторон, тогда мангал получится практически как настоящий. Кроме того, пламя будет защищено от ветра, а жар будет сильнее. Как сделать мангал из жестяных банок? В большой компании наверняка найдутся 4 жестяные баночки из-под пива или другого напитка объемом 0,5 литра. Сделайте в их верхней части сквозные отверстия с помощью шампуров, ножа или заостренных прутьев. Соедините банки между собой теми же шампурами или прутьями. Как сделать мангал, наверное, этим вопросом задаются многие владельцы частных участков или те, кто часто выезжает на природу. Это связано с тем, что все хотят пользоваться качественным изделием, которое не испортится через несколько лет. В этом случае на ум приходит только одно – заказать индивидуальную разработку у специалистов или собрать конструкцию самостоятельно. Размеры мангала. Главное требование – расположение шампуров со свободным пространством. Ширина корыта 12-18 см под шампур, а длина коробки должна рассчитываться исходя из количества шампуров, в среднем 9 см на каждый. Высота размещения шампуров не больше 10 см, а глубина изделия до 25 см. Единственным параметром для всех мангалов является высота стенок, которая обычно составляет 12-15 см. Все остальные параметры зависят от требований или желаний. Например, длина зависит от количества шампуров. Под них желательно сделать небольшие прорези, так удобнее готовить продукты. Ближе к дну делают отверстия для движения воздуха. Металл берется довольно толстый, в противном случае он быстро прогорит или проржавеет. Для станционарных минимум 3 мм, а для переносных максимум 2 мм.
Высота ножек зависит от личных предпочтений пользователя. Если не любите наклоняться или планируете много жарить, тогда ножки в районе 80 см. В основном только у сварных стационарных моделей. Для переносных используются ножки не больше 30 см. Как сделать мангал своими руками, чтобы он одновременно был красивым и долговечным? Конструкция у изделия достаточно простая, но надо помнить об определенных нюансах. Глубина коробки достаточно для небольшого количества жара, мясо не горит. Отверстие. Воздух помогает поддерживать температуру и жар. Габариты определяются в соответствии с размером шампура или сетки. Должна быть достаточная жара по всей длине. Поддон защищает от выпадения углей и помогает в регулировке воздуха. При создании изделий все эти характеристики определяются индивидуально. Виды мангалов. Как правильно сделать мангал своими руками? Надо определиться с видом конструкции и подобрать оптимальную. Разборный. Небольшой вес и габариты. Разбирается для удобства транспортировки. Обычный. Может переноситься, но обычно достаточно тяжелый. Часто делаются съемные ножки. Стационарный. Очень тяжелый, для основы часто используется кирпич. Декорируется стальными или коваными элементами, навесами. Только определившись с данными параметрами, можно будет понять, как самому сделать мангал, который будет отвечать всем требованиям и окажется оптимальным вариантом для каждого отдельного случая. Стоит отметить, что форма изделия может быть любой. Изготовление мангала. Первое, надо выбрать тип изделия и определить габариты. Далее выбирается материал. Мангал из металла. Используется листовая сталь, отличается простотой создания и выгодной ценой. Часто вместо листов применяются стальные баллоны и бочки, дополняются уголками и трубами. Могут собираться без сварки болтами или пазами. Для создания будущей конструкции необходимо инструмент для обработки металла, сам металл, чертеж, разрезать металл, подогнуть низ боковых стенок и края, примыкающие к бокам у больших, сделать пазы на ножках и боковинах, сделать отверстия для воздуха и под шампура. После этого можно собирать конструкцию. Полезно сделать ручки для переноски. Также можно скрепить сваркой. Конструкция не будет разборной, мангал будет намного прочнее, но все детали привариваются друг к другу, не надо делать загибы, отверстия, пазы. Мангал из газового баллона. Как правильно сварить мангал из ненужного баллона и в чем его преимущество? Баллоны делаются из высокопрочного металла, поэтому мангал прослужит очень долго. Конструкция максимально простая и может закрываться. Изделие получается недорогим, функциональным и мобильным. Однако готовить в нем придется только при помощи углей, и изделие получается тяжелым, поэтому для транспортировки дополнительно потребуется сделать ножки с колесами. Процесс создания выглядит следующим образом. Из баллона обязательно выпускается все содержимое и выливается накопившийся конденсат. Затем заливается внутрь вода и оставляется так на несколько дней, потом слить воду. Выкрутить вентиль, срезать горлышко, надо немного поливать водой и разрезать баллон пополам. Прикрепить ручки при помощи сварки, установить петли при помощи заклепок и затем дополнительно приварить петли. Приварить ножки к дну баллона, снизу приварить пластины для устойчивости. Для увеличения жесткости мангала внутри приварить уголки. На задней и нижней стенке высверливают отверстия до 18 штук, диаметр не больше 18 мм. По краям сделать надпилы болгаркой. В отверстие вентиля приваривается дымоход. Мангал готов к использованию. Дополнительно можно сделать съемную сетку внутри конструкции. Для равномерного прогревания крышка мангала может закрываться. Мангал из уголков. Как собрать мангал из уголков? Преимущество этого способа в том, что каркас не позволяет выгибаться металлу, конструкция будет прочнее. Делается он очень просто. Для каркаса могут использоваться профильные трубы или уголки. К ним привариваются отрезки металла, сначала дно, а потом стенки. Разборный мангал. Этот вариант больше всего подходит для поездок, изделие занимает минимум места. Раскладные модели в основном делаются в виде чемоданов с ручками для переноски. Длинные стенки мангала соединяются петлями, внутрь укладываются боковые стенки и ножки. Есть модели только со складывающимися ножками, а стенки скрепляются при помощи пропилов. У разборных моделей есть некоторые отличия. Все части отдельные и не скреплены между собой. Собираться они могут разными способами: пропилы, болты, пазы, язычки в ножках и отверстия в стенках. Дно фиксируется на изгибы боковых и основных стенок. По сути, это конструктор. Однако такие модели достаточно шаткие, и с ними надо работать аккуратно.
Если использован тонкий металл, то мангала надолго не хватит. Есть варианты, в которых на установленные ножки крепятся стенки. Самый простой вариант – это уголки, из которых делаются ножки, погружаются в землю, и поперечные перекладины, на которые кладутся шампура. Ножки с перекладинами могут свариваться или скручиваться болтами. Мангал с навесом. Мангалы с навесами сегодня становятся все более популярными. Главное преимущество таких конструкций в том, что они очень прочные и устойчивые. Часто их украшают коваными элементами, красят. Крыша над мангалом защищает его от осадков, которые могут начаться в самый неподходящий момент или защищает от солнечных лучей. Многие владельцы частных домов специально оснащают такие конструкции дополнительными деталями. Например, для хранения различных инструментов, кочерги, столовых приборов, полкой для дров и так далее. Многие подобные модели мангалов, кроме площадки для приготовления продуктов на жару, имеют печь, где можно приготовить различные блюда на костре, закипятить воду и так далее. Создание такой конструкции довольно кропотливое и длительное занятие. Стоимость изделия и время ее реализации зависит от того, какие материалы вы планируете использовать, какими будут размеры мангала. Чтобы воплотить задуманное в реальность, можно воспользоваться двумя вариантами решения задачи. Одновременное создание мангала с крышей, дополнительный монтаж навеса на уже установленный мангал. Как сделать мангал своими руками из металла и какой вариант использовать, выбирать лично вам. Однако специалисты рекомендуют для таких конструкций устанавливать дополнительный большой навес, который позволит одновременно закрывать сам мангал с продуктами и защищать самого шашлычника. К тому же воплотить такую идею значительно проще. Если вы хотите создать целостную конструкцию, то потребуется провести дополнительные расчеты. Это связано с тем, что основа должна быть очень прочной и выдерживать не только навес, но и сильные порывы ветра. Именно поэтому мастера рекомендуют для конструкции применять уголки, с которыми работать намного проще. А в качестве полотна для навеса применять только профнастил. Долговечный, легкий, выдерживает скачки температур и постоянную влагу. Но самое главное заключается в том, что такой материал является огнеупорным. Как сделать мангал из металла с навесом? Вся процедура мало чем отличается от станционарных вариантов, однако в данном случае дополнительно собирается конструкция навеса на высоте, которая не будет мешать шашлычнику и выходу дыма. Главное помнить об удобном расположении основы, чтобы в процессе готовки было удобно готовить еду и ничего не мешало. Делать одновременно единую конструкцию мангала и навеса тяжелее. Тут требуется все тщательно продумать. Конструкция должна быть максимально надежной, а ее вес равномерно распределяться на основании. Изготовить навес для станционарного мангала намного проще, поскольку в этом случае можно обустроить несущий фундамент. Участок вокруг конструкции и саму конструкцию можно декорировать различными способами. Кованые элементы, клумбы с цветами, небольшие декоративные изделия, лавочки и так далее. Рекомендуется в крыше сделать воздуховод, чтобы дым не накапливался под ней, а свободно выходил. Современный мангал может быть небольшим и собираться в чемоданчик, а может быть настоящим произведением искусства или иметь все необходимое для полноценной кухни. Какой вариант выберете вы, все зависит от ваших желаний, предпочтений и требований. Если вы готовите мясо на жару, только выезжая за город, то вам лучше выбрать разборный мангал, а у себя на участке можно поставить станционарный. Любой мангал можно установить на бетонное основание или выложить участок под него плиткой для большей красоты и эстетичности. Если вы будете делать мангал самостоятельно, а не приобретать его, то обязательно доверьте это дело хорошему мастеру и используйте только качественные материалы. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.